Так, раз, значит, два, три, четыре. То есть, типа, ты фоткать можешь, снимать можешь, а рассказать, то есть показать во влоге об этом месте ты не имеешь права. Но по факту пока восторга у меня нет. Классное для фоток. Ну, чисто инста-споты, по факту. Все здесь по таймингу. И у вас, в принципе, есть только 1 час, чтобы там внутри погулять. Хотя там... Туда-сюда и вон туда идем. А что у нас там? Saint Laurent. Жарко, я в куртке, ну так, чтобы не... Чтобы не спотеть. Это у нас Ив Сен-Лорен Жардин. Жардин. Ив Сен-Лорен. Португальского сад. Ну и на арабском тоже это значит. Что-то сад. Вы хотите сказать, что португальский и арабский это одно и то же? Нет. Это абсолютно 2 разных страны и 2 разных языка. Не страна, а языка. Арабии такой нет. Всем здрасте. Я нахожусь в Сен-Лоран музее, а в данный момент это Жардин в саду. Сам дизайнер купил в 1966 году, да? В 1966 году он приехал и вдохновился вот красками, строениями, архитектурой самого Марракеша и страны Марокко. И прикупился здесь виллу. И после его ухода в другую жизнь, он, в принципе, его там друзья решили, что они его виллу превратят в такой музей. И в наши дни мы можем наслаждаться и приходить смотреть, что здесь огромный красивый сад. Пошли туда, нам туда сказали идти. То есть огромный красивый сад, где его... Короче, большая такая интересная новость. Мы начали снимать, и нам сказали, что запрещено для влогов, надо специально какое-то разрешение. То есть, типа, ты фоткать можешь, снимать можешь, а рассказать, то есть показать во влоге об этом месте ты не имеешь права. Так что учтите, если вы решите приехать, посмотреть, рассказать кому-то побольше об этом месте, то вам скажут, извините. Мы фоткаемся, вот, чик-чик. Так, раз, значит, 2, 3, 4. Красиво. Красота. Сад Мажорель – это не просто парк, это живая картина. Жак Мажорель создавал его 40 лет, собирая растения со всех 5 континентов. Именно поэтому здесь такое странное и крутое соседство. Гигантские кактусы из Мексики растут рядом с экзотическим бамбуком из Китая и водяными лилиями. Ив Сен-Лоран называл этот сад своим главным источником вдохновения. Здесь особая акустика. Из-за плотной зелени шум города полностью исчезает. Слышно только фонтаны и птиц. Это идеальный лабиринт из узких дорожек и ярких пятен, где каждый поворот выглядит как готовая открытка. Мажорель говорил, что сад – это его главное произведение искусств. И гуляя здесь, понимаешь, что он не преувеличивал. Мы просто убрали микрофоны, чтобы на нас не смотрели и не думали, что мы что-либо снимаем. Как он сказал, профессиональная съемка. Да, то есть профессиональная съемка, ну, благо мы не взяли это большое оборудование и все штативы, то есть типа все эти штативы, потому что иначе они бы тогда вообще сказали бы не заходите. Если вкратце сказать, то в принципе ботанический сад, такой как двор, где типа он любил находиться, сам этот Сен-Лоран. Проходишь пальмы, кактусы, в принципе ничего особенного здесь нет. Туристы есть, народ есть, вот, но входные билеты, чтобы вы понимали, по таймингу. Как только вы их приобретаете, у вас есть только 29 минут, чтобы зайти, иначе вас не пустят. Гуляешь, очень бамбук, кактусы, ну, в принципе, как обычный красивый сад. А теперь о самом узнаваемом символе этого места – ярко-синем доме. Это вилла Оазис. Изначально ее построил французский художник Жак Мажорель в 1920-х годах. Он был одержим ботаникой и создавал вокруг дома невероятный сад, но его главным шедевром стал именно цвет. Это специфический оттенок синего Бле Мажорель. Художник официально запатентовал. Он был вдохновлен цветом марокканской плитки Зуляич и тенями, которые падают на стены в полдень. Когда Сен-Лоран выкупил виллу, он не стал ничего менять, а наоборот, усилил этот контраст, добавив ярко-желтый
и оранжевые акценты в виде цветочных горшков. Внутри этого синего дома Ив Сен-Лоран проводил свои самые продуктивные месяцы. Для него этот цвет был не просто краской, а цветом неба над Марракешем. Интересно, что сам художник Мажорель умер в нищете и забвении, и если бы не Сен-Лоран, этот легендарный синий дом, скорее всего, просто стерли бы с лица земли. Завершая круг по территории, загляните в магазин концептуальных товаров. Это не просто сувенирная лавка, а настоящий рай для эстетов с редкими книгами и лимитированными аксессуарами. Рядом находятся залы для временных выставок, где мода встречается с современным искусством и фотографией. А если захочется сделать паузу, здесь же есть уютное кафе. Идеальное место, чтобы выпить мятный чай и окончательно переварить всю эту красоту. Вот, за моей спиной, это значит, где он жил, отдыхал, не знаю, его вилла. Но по факту пока восторга у меня нет. Абсолютно нет. Простой абсолютно. Несколько раз абсолютно сказал, потому что, просто абсолютно. Думаете, распиаренное место, да? Да, абсолютно распиаренное место. Тупо вот, да, для инстаспотов. То есть есть места, где пофоткаться, да? Приезжают блогеры, чтобы лишь бы только пофоткаться. В общем, на территории здесь есть книжный магазин, где есть его эскизы и книги, сумки. Потом магазин вообще, да, сумок, всякие ювелирки. Также тут есть галерея его работ. Кафе тоже есть, где можно перекусить. Но места, если честно, мало. Довольно-таки такое все маленькое, компактное. Да, и, в принципе, мы вошли вокруг сада. Это один такой просто кружок небольшой. Ну, синяя, конечно, это вилла его. Классная для фоток. Ну, чисто инста-споты, по факту. И ТикТок. Ну, и ТикТок, да, снимать. Но я из ТикТока не снимаю. Смотри, значит, вот это вот само здание, оно и есть сад Сен-Лорана за моей спиной. И какая очередь на 12:30. Чтобы вы понимали, если вы приедете сюда, в этот музей и сад посмотреть, вы должны понимать, что все здесь по таймингу. И у вас, в принципе, есть только 1 час, чтобы там внутри погулять. Хотя там больше, в принципе, делать и нечего. Там прошел кружок, посмотрел и все. Но мы пойдем сейчас внутрь, во вторую часть музея. Мы зашли в музей. Это уже музей. Посмотрим, может, он будет лучше, чем сад. Это место стало первым в Африке музеем, полностью посвященным творчеству одного модельера. Здесь хранится колоссальный архив, 5000 нарядов и 15 000 аксессуаров, которые десятилетиями перевозили из Парижа сюда, в город, который Ив считал своей настоящей родиной. Stop. We can film here? No, thank you so much. В общем, зашли мы в музей. Естественно, снимать ничего, фотографировать нельзя. Они запрещают, но чтобы вы понимали, вот там просто стоят вот старые какие-то коллекции. Да, что-то красивое, что-то так себе. Маленький опять кружок. Одной билет 330 дирхам, то есть это 33 евро. Честно, вот прям ничего особенного. Вообще ничего не особенного. Почему там не разрешают фотографировать и снимать? Это понятно, чтобы серия не выходила бы в интернет. Да, чтобы люди только приезжали бы, в принципе, продается имя. И тоже, когда выходишь, там этот магазинчик, разный какой-то товар, ну, то есть ценники тоже там. И по 400, по 600, и по 20 и 30 евро всякая ерундистика вообще не впечатлила. И, если честно, я разочарован. Разочарован именно в своих ожиданиях. Ожидал я, конечно, большего, ну, nothing special. Если решишь ехать, ну, не знаю, подумай несколько раз, прежде чем потратить 33 евро на гуляние в саду и пройти в музей, который, в принципе, сколько у нас заняло? Минут 5, ну, максимум, он просто маленький. Поэтому, ну, есть место этому быть, но я не впечатлен. А моя одна ассистентка, она все-таки за шорты все купила такую книгу, она просто коллекционирует. И это чудо стоит почему-то в паундах, 14 паундов. Если ты коллекционер книг, то ты найдешь себе здесь явно книжечку.